Всем привет! Я Памика, вы на моем канале Banner News, и сегодня у нас в эфире таймлапс резки стикера для анимации, которую вы видите сейчас на экране. Этот стикер предоставлен официальным аккаунтом WeChat, поэтому я считаю вполне уместно использовать его для создания контента, чтобы популяризировать игру Langrisser Mobile и выражать свою любовь к ней через все возможные проявления. Для любой анимации нам нужны части, которые будут двигаться. Этого можно достичь путем резки основного элемента. В нашем случае чиби-кошери. Я стараюсь оставлять себе один слой со стикером и делать его копии каждый раз, когда собираюсь обрезать со слоя все лишнее. Для резки вы можете использовать ластик. Именно его я использовала, когда работала несколько лет назад над клипартами по Langrisser и не только. Буду честной, я просто не понимала принципа работы маски, ее универсальность в том перед ластиком, что вы можете не бояться сделать ошибку. Вам всегда можно просто восстановить место, которое вы удачно обрезали. И вам не нужно для этого откатывать 100 или 200 слоев назад. Достаточно использовать просто кисть. Небольшие азы маски. Маска использует всего два цвета. Белый, он отвечает за видимые части. Черный скрывает все лишнее. Таким образом, если вы рисовали, а потом допустили ошибку, для восстановления места вам всего лишь нужно изменить цвет кисти с черного на белый, и вы сможете подрисовать в том месте, где вы случайно стерли лишнее. То место, которое у вас получилось неудачным или неаккуратным. Также, если у вас есть необходимость сделать плавный переход, вы можете использовать кисть с мягкими краями. Этот прием хорошо работает с небом или зеленью на фоне. Я думаю, что смогу в будущем показать вам это. Работа с маской снижает уровень боязни допустить ошибку при резке, благодаря чему мы будем более сконцентрированы и сделаем меньше ошибок. Наша рука банально будет меньше напряжена и меньше дрожать. И даже если эти ошибки у нас будут, вы сможете всегда легко и просто их исправить, просто изменив цвет кисти. Вам ничего не нужно восстанавливать. Основная работа сегодняшнего видео будет как раз сконцентрирована вокруг кисти, маски и ластика. Ластик мы используем в тех случаях, когда нам нужна грубая, быстрая обрезка, ничего лишнего. Этих три стандартных инструмента мы будем использовать для каждого анимированного элемента. Я использую сегодня стандартную круглую кисть, что делает это видео максимально легким и подходящим для вступления. О каком вступлении идет речь? Начнем с того, что я решила вернуться на YouTube, но не как ваш новостной обозреватель, а как ретушер или начинающий художник, ну или просто творческая личность, которая будет делиться с вами своим хобби и своим свободным временем. Где-то здесь должна сгореть жопа у моих хейтеров, но даже для них есть минутка счастья, никаких гайдов, новостей, обзоров героев. Сори, ребят. Я слишком долго развивала проект, опираясь на ваши желания и запросы. Думаю, я могу позволить себе заниматься тем, что мне интересно, тем самым творчеством, которое было в разрезе БН, но было таким бесполезным для практически всех. Все творческое я превратила в рутину, чтобы иметь единый стиль, ускорить процесс создания и выпуск обновлений. А когда я делала чуть более сложные работы, я проседала по времени и обязанности только накапливались. И хочу напомнить, я не умею рисовать, но чуть более 2 лет я создавала визуальный контент для проекта, не считая фанартов и официальных изображений. Все то, что делает наш стиль продуманным, единым и уникальным, это все я. И как вы понимаете, без умения рисовать я использовала все, что только могла найти. Файлы, лайфхаки, читерские методы и много обучающих видео по рисованию, но об этом позже. Все, что развлекает читателей на сервере между новостями, и иметь канал, который было бы не стыдно показать. И вот теперь я могу показать вам все, что я делала и чем пользовалась. Надеюсь, эти видео будут для вас интересными, а еще покажут вам, как много труда было вложено в визуал и обычные картиночки. Например, сегодняшняя подготовка к анимации у меня заняла примерно 1,5 часа. А все для того, чтобы на видео в обзоре на 6,5 годовщину сделать анимированную шерри, как видео у разработчиков, а не использовать просто статичный стикер. Не уверена, что буду показывать вам вязание, шитье или готовку, хотя, возможно, в далеком будущем я все-таки придумаю, как это оформить так, чтобы это было и несложно, и в конечном итоге нравилось мне. А пока будет много видео о Photoshop.
Я постараюсь на своем примере показать вам, что любить рисование и быть художником – это разные вещи, которые требуют и сил, и времени. Я не могу гордо заявить, что они требуют одинакового вложения сил и времени, но поверьте мне, если бы я вообще ничего не делала, вообще ничего не ретушировала бы, то тогда никаких бы изображений не было. Да, я не рисую, я лишь занимаюсь ретушью, но это тоже своего рода рисование, это тоже работа, которая требует огромного сил, терпения и времени. Поэтому я постараюсь дать всем, кто хотел стать художником, хотел начать рисовать, хотел начать пробовать рисовать, или немного пробовал, сдавался и уходил, способы начать заново или продолжить, методы, которые снова разожгут в вашем сердце огонь к рисованию. Пусть и на первых порах вариации ретуши. Я на своем опыте ощутила, что страх начать, боязнь плохого результата, осознание своих ограниченных возможностей – все это останавливает нас даже от самой простой попытки. Именно поэтому то, чему я научилась, занимаясь Banner News, может стать для вас отличной отправной точкой в рисовании. Лишившись страхов и имея способы реализовать те переделки, которые вы хотите, в вас снова проснется тот азарт, который поможет вам дальше изучать рисование уже как начинающий художник. Я считаю, что все те непростительные методы в рисовании, которые так порицают опытные художники, или начинающие художники, или люди, которым просто нравится смотреть за рисованием, что именно они могут дать человеку, который вообще никак не разбирается в рисовании, но который очень хочет попробовать, очень хочет получить хоть какой-то результат на старте и не огорчиться, чтобы уйти ни с чем. Именно эти способы могут вам помочь начать и перестать бояться. Поэтому давайте вместе будем изучать все эти непростительные способы в рисовании и по итогу становиться начинающими художниками. Как вы могли заметить, просто разрезать изображение для анимации недостаточно. Тут вступает в силу то, о чем я только что сказала выше. Нам хотя бы минимально нужно дорисовать то, что должно располагаться за анимированной частью, то есть нам нужно с вами ручками дорисовать недостающие части. В нашем случае у нас одна рука скрывается за торсом, другая рука перекрывает лицо, а также одна нога перекрывает часть юбки. Поэтому, когда вы возьмете какой-либо стикер для анимации, постарайтесь эту важную деталь не забыть. Что же нужно сделать, чтобы попасть в цвет и получить красивый результат? Эх, ребят, сейчас я вас научу первому непростительному способу. Используйте пипетку или кисть, зажатой клавишей Alt. Просто кликайте несколько раз на цвет, пока не поймете, что цвет попал в тот и разницы не видно. Как я это проверяю? Выбираем цвет и начинаем рисовать прямо рядышком с границей того места, где нужно, чтобы мы продолжили уже рисовать тем цветом, который выбрали. Если разница незаметна, все отлично, вы попали. Недавно я узнала, что среди художников использование пипетки порицается, и ты халва, а не художник, если юзаешь ее. Ну что ж, я не художник, я просто ретушер. Кстати, ребят, если у вас есть идея, как я могла бы себя называть, я хочу услышать ваши результаты, потому что то, что я делаю и ретушью, я не могу прям полностью назвать, потому что местами мне приходится не просто использовать штамп или другие какие-то части. Да, без этого тоже никуда, это сильно ускоряет процесс, но мне и нужны основы рисования, чтобы сделать свою работу хорошо. Так что какая-то часть художественного процесса однозначно присутствует в моих работах. Ведь если бы это была просто ретушь, вы бы однозначно успели заметить за 2 года, где у нас в модах заканчиваются оригинальные части и начинается наше творчество, или в стикерах, которые я вам предоставляла, или в обоях, или еще много где. Но нет, никто ничего не писал, а значит наша работа была выполнена качественно. Когда вы все части разрезали, а нужное дорисовали, проверили движение и нигде нет проплешин, значит можно сохранять. Обязательно ваши элементы должны располагаться на отдельных слоях. Для удобства, если при рисовании вы использовали несколько слоев, пожалуйста, создайте папки. Далее я скрываю все ненужные слои или папки, а тот единственный, который остается видимым, я уже сохраняю в формате PNG. Так проделываю со всеми элементами.
После этого откройте все сохраненные файлы Photoshop. Также не забываем открыть файлы, где есть необрезанное изображение, или используем тот, в котором работали. Создаем новый слой. Кликаем между слоями, зажав Alt. Вуаля! Вы научились создавать обтравочную маску. Слой привязывается к нижнему и обретает его формы. Так, я создала четкую границу для расположения вырезанных элементов. Теперь необходимо их перетащить на их законные места. Потом наименуйте их коротко и понятно, используя английскую раскладку. Все дело в том, что многие программы не поддерживают русский язык. После этого слой с цветом и цельный слой можно удалить. Теперь нам остается скачать скрипт, который автоматически обрежет все лишнее и сохранит все элементы в отдельную папку. А также создаст JSON-файл, который полностью запомнит расположение всех слоев относительно друг друга и рабочего пространства. Не забудьте сохранить файл в формате PSD. Наконец-то, наше изображение готово для экспорта в любую программу для анимации. И на этом у меня сегодня все. До новых встреч. Пока-пока.